Вечером 30 июня на Пермь обрушился один из сильнейших за последнее время ливней, который вызвал масштабные подтопления, оползни и транспортный коллапс в центральной и северо-восточной частях города. Непогода была вызвана вытянутой вдоль направления ветра с северо-востока на юго-запад узкой линией конвективных ячеек с ливнями и грозами. Они прошли через город одна за другой, что обусловило в центре, на северо-востоке Перми, сильный продолжительный дождь. Стихия бушевала несколько часов, превратив улицы в сплошные реки и озера. Сервис Яндекс.Пробки зафиксировал заторы 10 баллов. Город на время оказался полностью парализован, в чем помогли многочисленные ДТП. Глубина луж порой достигала подножек автобусов. Сильнее всего затопило улицы Ленина, Советскую, Мельчакова, Углеуральскую, Строителей, Соликамскую, Фоминскую, шоссе Космонавтов и микрорайон Крохолевка. На бульваре Гагарина водителям приходилось вручную вытаскивать машины из водяных ванн. Проезжая часть на улице Малкова превратилась в огромный сплошной бассейн. Из-за высокого уровня воды на путях и площади Гайдара полностью встали городские трамваи. Потоки воды заливали ступени прямо внутрь салонов общественного транспорта. Затопило также подземный переход у Пермского государственного национального исследовательского университета и перекресток на улице Окулова, из-за чего пермякам приходилось переходить дороги по колено в воде. В центре Перми, в районе станции Пермь-1, обильные потоки воды возле здания Железнодорожного института размыли откос насыпи и частично затопили пути горнозаводской ветки. В целях безопасности Минтранс края полностью остановил движение пригородных поездов в этом направлении. К концу дня железнодорожные пути расчистили. Пермская пригородная компания возобновила движение поездов в реверсивном режиме по одному уцелевшему пути. Сейчас восстановительные работы продолжаются. Дождь спровоцировал резкие просадки грунта сразу в нескольких районах. На городской набережной грязевой водопад снес металлические ограждения, вырвал зеленые насаждения и опрокинул уличные скамейки. Напора воды не выдержал отремонтированный асфальт у старого трамвайного моста, связывающего Разгуляй и городские горки. Подход к пешеходной зоне оказался полуразрушен и обвалился. На улице Барнаульской произошел провал автомобильной дороги. Вблизи жилкомплекса на улице Дзержинского зафиксировали крупный сход грунта на придомовой территории. По словам синоптиков, в последний раз подобные последствия произошли в городе в 1998 году, когда в Перми прошла сильнейшая буря с грозой, шквалом и ливнем.
Особенностью вчерашнего шторма стала его локальность. Основной удар пришелся на северо-восток и центр Перми, в то время как базовая городская метеостанция оказалась на периферии тучи и показала всего 13 мм осадков. При этом циклон ушел в сторону края, в соседнем Кунгуре зафиксировали 29 мм за 12 часов, а суммарно за 1,5 дня там выпало 80% месячной нормы. Капец. Ну все утонуло, машины утонули. Трэш полный. Дорожные и коммунальные службы сразу приступили к ликвидации последствий стихии. Сейчас они активно очищают ливневые стоки, откачивают воду с наиболее проблемных участков, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Также проводится уборка поваленных деревьев. Для устранения последствий привлечены дополнительные бригады, доставлена необходимая техника, опасные зоны ограждены. Как заявили местные власти, работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий разгула стихии.